Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре будет ударный аккумуляторный гайковерт от фирмы Камоле DTV700. По-моему, так он называется. Значит, приехал ко мне он в таком вот чемодане а-ля Makita. Довольно классный чемоданчик. Вот мне сказали, что такие чемоданы даже могут использоваться в качестве табуретки. То есть, видите, чемодан на чемодан у нас может пристегиваться. И можно на него садиться. Но на именно этот чемодан садиться не рекомендую. Он хоть вроде бы и добротный, но такой вот мягковатый. На улице лежала данная коробочка, нажарило солнце. Я хотел забрать, поднял его в дом, то есть на пол дороги к дому. Пластик, поскольку разогрелся на солнце, у меня эти вот защелки вскрылись, и все упало, друзья, с высоты примерно метр на тротуарную плитку, на бетонную. Все, слава богу, осталось целое. Ну, маленькие коцки там остались, конечно же, но самые большие коцки и царапинки наделал вот этот вот пакет. Обратите внимание, какой пакет. Весь убитый жизнью, дорогой. Ну вот, открыл я чемодан, и все это содержимое пакета я собирал по чемодану. Конечно же, все эти головки тут, летая в момент транспортировки, немножко поцарапали краску нашего колокола. И немножечко тут где-то есть промятость резинки. Ну, в принципе, не страшно, на работу не влияет. Я уверен, что продавец отправил все в хорошем состоянии. Все, друзья, поехали по комплектации. Расскажу. Значит, в комплекте приехало 5 ударных удлиненных головок. Ну, как ударных? Хром ванадий написано. Какие же они ударные. Вот. Но все же эти головки хорошие. У меня есть похожий целый набор. Живут и здравствуют по сей день. Правда, головка на 19 лопнула, так как ей самое больше доставалось. Ну, а у меня появилась новая головка на 19. Итак, удлиненная головка на 14. Конечно, хорошо бы, чтобы он прислал хром-молибден, а не ванадий. Было бы супер. Головка на 17, друзья. Фокус, где ты? Головка на 19. Головка на 21. Головка такая вот удлиненно укороченная на 22. Я так понимаю, друзья, это головка именно с этого комплекта, так как здесь есть под нее место. Так, на 22. Есть в комплекте прищепка и саморезик. Ну, не прищепка, а такой крючок. Давайте продемонстрирую. Значит, он у нас устанавливается либо с этой стороны, либо с той стороны. Кому как удобнее. Устанавливается и все крепится вот этим вот саморезом. То есть где-то при работе на высоте или где мы можем повесить не то на ремень, не то еще куда. Хотя с другой стороны, где на какой высоте можно работать таким тяжелым инструментом. Ну, разве что какие-нибудь там мастостроители крутят гайки пролетов. Так, и в комплекте у нас есть такой вот штифт с резиновым колечком. Не все, друзья, понимают, для чего это надо. Давайте я по-быстрому покажу. Значит, у нас в любой головке, будто, ну, в любой ударной головке, есть вот такая вот канавка и есть отверстие. Также отверстие у нас присутствует и в квадрате рабочем. Одеваем головку и совмещаем наши отверстия. Так, во, надеюсь, видно. После чего сюда вкладываем наш штифт. Вот. И если мы будем работать просто так, то, видите, опа, штифт у нас выпадает. А для этого у нас и существует, друзья, давайте так, наверное, будет видно, данная резинка. То есть одеваем резиночку, вставляем штифт и накатываем резинку на штифт. Видите, резинка блокирует выход штифта одной стороны и второй. Тем самым головка у нас не спадает, не следает, и мы не теряем время на ее поиски и обратное одевание. Вот. Это, конечно, такой способ крепления хорош тем, кто, допустим, вот как в этом случае, крутит целый день головки там или болты на 22. То есть ему не надо снимать головку, менять. Одной головка и погнал. Она не слетает, не падает, очень удобно. Ну, я скажу честно, что я никогда головки не креплю, так как мне нужно часто их просто-напросто менять. Так, ну а теперь по самому гайковерту. Собран на оценку 9 по 10-бальной системе. Почему 9? Ну, потому что я тут наблюдаю немножечко такие нестыковочки, микроскопические, будем говорить. Вот, видите, что наделали головки во время транспортировки. Такие вот микроцарапинки, так как этот у нас колокол алюминиевый и он покрашенный.
Вот не люблю я крашеных этих элементов, так как на крашеном элементе в процессе эксплуатации мы его будем ложить, конечно же, и на бетон, и так, и сяк бросать. И все это будет коцаться. Краска у нас покажет свое. Лучше бы они сделали просто отливку алюминиевую, да и все. Вот. На самом колоколе видите, какая наливка из резины. То есть это реально резина, такая вот довольно толстая и мощная резина, которая у нас опять же предохраняет от всякого рода повреждений. Также у нас прорезинено, я бы сказал, 70% корпуса. В руке лежит очень удобно, уверенно, классно. Вот. Все собрано опять же отлично. Здесь вот, ну, шов и шов, понятно, что шов, но как бы руку не режет. Довольно все четко. Обратите также внимание, что у нас уже здесь не наклейка, а все это дело, название фирмы этой Камоле, отлито на самом корпусе, ну и подкрашено белым цветом. Со второй стороны, друзья, мы имеем наклеечку, которая кривовато приклеена. На наклеечке у нас Камоле фирма, Charging Range. Указаны скорости. Я так понимаю, это у нас холостой режим, а это у нас режим с ударом. Вот. Ну, тут максимальные скорости написаны 3200 и 4000 оборотов в минуту. С ударом мы с вами, конечно же, скорость не замеряем сейчас. Ну, и, в принципе, наверное, и потом мерять не буду. Смысла нет никакого. А вот в холостой режим давайте проверим. Так, дальше что у нас? Максимальное усилие 1800 ньютон на метр указано на самой этикетке. Но, друзья, в характеристиках данного товара уже указано, что 1200. Видимо, продавец делает перестраховку, так как визуально видно, что 1800 он, конечно же, не выжмет. Как вы видите, в комплекте приехало ко мне два аккумулятора по 5 ампер-часов. И приехало вот такая вот совершенно, друзья, легкое зарядное устройство. Значит, что у нас есть? Выход 21 вольт, 1,2 ампера постоянного тока. Вот, если мы обрежем эти провода, выбросим пластиковый корпус, то та платка, которая есть внутри, у нас будет весить ровно 1 грамм. Я так думаю. Ну, я уже сказал из минусов, что не нравится мне покрашенный алюминий. Ну да ладно, на работу не влияет. Вот. А из плюсов, это хочу отметить, у меня уже был такой гайковерт похожий. Это то, что у нас, вот обратите внимание, болты закручиваются через пластик в алюминиевый корпус, в алюминиевый колокол. А не так, как, допустим, у того же Хеймера идет через металл, саморезик вкручивается в пластик. И уже у меня два саморезика разбилось. Вот это вот большой-большой плюс. Фонарик. Давайте покажем фонарик. Фонарик, видите, можно запустить легким нажатием без включения самого ключа. Многие люди говорят, что зачем ты эти фонарики показываешь, они ни к чему. Я согласен полностью, но следом человек пишет, почему ты не показываешь фонарики, поэтому стараюсь показать все, что есть. Переключатель левые, правые обороты. Ну и здесь у нас, друзья, вот тоже немножко кривовато наклеенная этикеточка. Все такая же кнопка с переключением вот, и указанием заряда аккумулятора. Друзья, здесь заряд аккумулятора, как мы видим, 100%. Почему так получается? Хотя аккумулятор у нас заряжен на процентов 70-75. То есть аккумуляторы находятся в режиме хранения. Почему так получается? Потому что вот это верхнее деление, оно соответствует 70-100%. То есть пока уровень заряда не упадет ниже 70%, у нас эта верхняя палочка будет гореть и показывать, что 100% заряд. Хотя на самом деле тут 70 или 75%. Имейте это в виду. Поэтому при получении и если вы хотите добиться максимальной мощности вашего инструмента, сразу до конца заряжайте аккумулятор. Ну, а мы сделаем контрольное взвешивание. Взвесим инструмент с аккумулятором. Надеюсь, вам видно. Так, плохо видно. Вот так будет лучше видно. Инструмент с аккумулятором. Ух ты, почти 2,5 килограмма. 2491 грамм. Да, неплохо весит. Давайте без аккумулятора. 1976. А теперь давайте взвесим один аккумулятор и второй. Этот аккумулятор 515 грамм, а этот аккумулятор 518 грамм. Вот в этом уже плюс 3 грамма, не знаю, в пластике дело, либо в заряде, либо в батарейках. Ну, как-то так. Все показываю честно. Ну и кому уж совсем интересно, давайте зарядку. 103 грамма. Вот. Сразу можем 100 грамм отнять, и останется там 3 грамма той платы, которая у нас производит заряд. Взвешивание сделали.
Мы с вами видели, что там какие-то скорости указаны. Вот, поэтому 3200. Давайте проверим, что мы здесь накрутим. Смотрите, значит, здесь у нас указан заряд, и здесь у нас вот эти вот палочки, это у нас номера скоростей. То есть сейчас у нас включена третья скорость. Если мы так сделаем, то включена у нас вторая скорость. Сейчас вторая скорость. И если так, то у нас первая скорость. При всем при этом скорости меняются усилием нажатия курка. Переходим к проверке наших скоростей. Одеваем головку. Берем наш лазерный тахометр. Берем наш индикатор. Клеим отражаечку такую. Ну что, друзья, и давайте пробовать мерить скорости. Так, первая скорость. Первая. Давайте максимальные, наверное, обороты будем мерить. Первой, второй, третьей скорости. Да и на этом остановимся. Включаем лазерный тахометр и поехали. 1354 оборота. Так, далее у нас идет третья. Вот это вторая скорость. 1920. И переключаем на третью скорость. Самая большая скорость. 2290 оборотов. Также у нас есть скорость на откручивание с автостопом. И если мы переключим здесь, то у нас постоянная скорость. Меряем постоянную скорость на откручивание. 2295. Ну, немножко до характеристик, заявленных на этикетке, опять же, не дотягивает. Сейчас мы с вами разберем сей чудный девайс. Значит, разберем также мы с вами, друзья, и аккумулятор. Меня просили разобрать аккумулятор, чтобы посмотреть, что да как там внутри. Вот, поэтому ждем, все разбираем и смотрим. Так, друзья, пока я открутил колокол, для тех, кому интересно, что же у нас здесь под этими вот шляпками болтов, мы с одним товарищем тоже там гадали, разгадывали, думали пружинки. Нет, друзья, здесь лежит у нас пресс-шайба. И между головкой и вот этой вот опрессованной шайбой, видите, ее снять невозможно, лежит просто гравер. Снимаем, смотрим. Вот наш весь механизм. Значит, внутри вот это черное кольцо, я вижу, что-то впрессовано. Стальная втулка. Это тоже является огромным плюсом. Ни в какой другой технике я вот такой стальной втулки не видел. Либо она там есть, но она как-то замаскирована. Стальная втулка у нас идет с канавками. Я бы сказал, это канавки пылезащита. Смазки предостаточно. Больше смазки сюда, друзья, абсолютно не нужно. То есть смазки здесь есть. Давайте снимем молот наш. Вот так это все выглядит. В инструменте, допустим, там, ну, от Хаммера вся это тоже, что у меня было, весь этот инструмент. Здесь, как вы помните, установлено было пластиковое такое кольцо, вот с такими ушками, которое удерживало у нас вот эту вот штуку. Видите, здесь у нас шестеренки, кольцо съемное, 3 шестерни в редукторе. И как бы все. Здесь же у нас все устанавливается просто вот в алюминиевый корпус. Не знаю, друзья, это плюс, либо это минус, так как, допустим, тот же Хаммер у меня работает и с этой пластиковой вставкой, с этим вот пластиковым, я не знаю, как назвать, цилиндриком, допустим, да. По сей день все хорошо, ничего там не случилось. Все, сейчас я раскручиваю корпус. Кстати, давайте, пока не раскрутил корпус, мы сделаем немножко замеров. Вот у нас корпус с одним двигателем, без этого всего железа. Вернее, не железа, ну да, железа, вернее, стали и алюминия. И смотрим, сколько весит сам корпус. Просто с одним двигателем. Ну, соответственно, с электронной начинкой. 925 грамм. Так, теперь взвешиваем наш колокол. Это для тех, я уже делаю, кому все буквально интересно. 237 грамм. И взвешиваем наш ударный вот этот вот молот. Молот с молоточком.
или с наковальней, кто как называет. Смотрите, сколько смазки. Смазки здесь очень-очень, друзья, много. Взвешиваю для тех, кому интересно, вот эту наковальню или молоточек, хрен его знает, как его правильно, отдельно. И у нас вес 105 грамм. Теперь взвешиваем все это дело вместе. И у нас вес вот этого вот только вот этой части 788 грамм. Что, друзья, я считаю немало. Ставлю на паузу, разбираю все остальное. Так, друзья, все разобрал, все разомуничил. Значит, вот наш аккумулятор на 5 ампер-часов. Открываем. Видим следующую картину. Вот такая вот у нас плата. Так, ну и пробуем вытянуть наш блок батарей. У нас идет двухрядка. И смотрим. Один элемент 2500 миллиампер. Если верить этим элементам, то у нас в параллельном подключении получается 5 ампер-часов. То есть 2500 плюс 2500 получается 5000 миллиампер-часов. Вот так как бы все это дело, друзья, у нас выглядит. Тестировать, распаивать, извините, не хочу. Просто на это нет времени, да и желания. Все это дело покажет, конечно, у нас время и практика. Допустим, батареи от Хаммера, я ими очень и очень доволен. Отлично работают, отлично держат и долго. Я себе прикупил был еще батарею на 9 ампер-часов. Ну, уже давновато, наверное. Так, все, это у нас мы посмотрели. И вскрываем наш сам гайковерт. Ну, по пластику, опять же, пластик мощный. Как и обычно, в принципе, наверное, один и тот же, что и у Хаммера, и у остального инструмента. То есть по пластику никаких вопросов я сказать не могу. То есть видно, что хороший пластик. Далее по сборке. Опять же, как всегда и как обычно, у нас идет кнопочка управления оборотами и включения нашего гайковерта. Ну, здесь у нас стоит площадка, опять же, для батареи, для питания. Все точно такой же контроллер. Я бы не сказал, что он мощный. Контроллер как бы такой же, как в принципе и у Хаммера того же. Только у Хаммера, по-моему, тут не 1000 микрофарад, а, наверное, 500. Я точно не помню, но примерно как-то так. Так, что у нас по движку? Вот ответная часть, куда садится подшипник и, соответственно, садится наш отсюда редуктор. Все это приводится в движение. Вот таким вот, друзья, я бы тоже не сказал, что особо большим двигателем. Давайте вынимем. Ого! Наш ротор. И ротор тоже не особо большой, друзья. Но хорошо магнитится. Подшипники, что спереди, что сзади, у нас установлены одинаковые. Так, я, к сожалению, уже не вижу особо, поэтому посмотрите сами. Вот. Ну и вот такой вот зубастый вал. В принципе, все собрано добротно, отлично, шикарно. Кстати, провода, по-моему, тут силиконовые. Да, друзья, провода силиконовые. Припаяны добросовестно. Пайка добросовестная такая. Хорошие такие капли припоя. Поэтому ничего плохого сказать я пока поэтому не могу. Ну что, друзья, собираю. Проверяем после сборки и идем протестируем. Опять же протестируем при помощи рычага. Итак, друзья, собрал я наш гайковерт. Собрал я наш аккумулятор. Давайте смотреть, ничего ли я не забыл. И все ли у нас работает. Все работает. Да, пока всем этим делом занимался, нашел небольшой такой минус у этого всего дела. Это у нас не плотно садится аккумулятор. То есть есть вот такая вот болтанка. И при ударах, я думаю, что возможно, что этот аккумулятор будет вылетать. Поэтому при тестировании надо его придерживать рукой. Вот, немножко наблюдается, друзья, болтанка.
То есть показываю, рассказываю все по чесноку, чтобы вы все видели и знали. А так, в принципе, все шикарно и отлично. Ну что, вперед. Проверим эту чудо-машинку. Ну что, народ, наконец-таки я нашел время для теста нашего чудо-девайса. Камоле. Вот такой вот у нас гайковерт. Значит, написано, напоминаю, 1800 ньютон, но в характеристиках уже заявлено 1200, что более-менее похоже на правду. Ну, а мы с вами сейчас это все дело проверим. Правда, конечно, на 1200 я не знаю, получится ли, но по ходу будем смотреть. Так, ставим наш гайковерт, друзья. Напоминаю тем, кто не смотрел мои видео, значит, есть у нас вот такой вот рычаг. Длина рычага от центра, осевого центра головки до вот этого крюка, до крепления крюка, у нас составляет 2,44 метра. Значит, сейчас будем вешать грузик, будем вешать грузовую ступицу. Вот у меня этот комплект. Грузовая ступица у нас весом 21,1 килограмм. И если я, друзья, не забуду, я развесовочки из прошлого видео все сюда, как говорится, в видео это приклею. Ну, если забуду, тогда смотрите предыдущее видео. (21,1 килограмм). Вешаем, проверяем. То есть, смотрите, если мы повесим этот грузик на 21,1 килограмм, у нас получится... если мы умножим 2,44 метра на 21,1, у нас получается 51,5 килограмма, что соответствует 515 ньютон на метр. Это, друзья, без учета веса крюка и без учета веса рычага. Поэтому, если мы сюда добавим вес рычага с крюком, то мы получаем, я уже не помню, по-моему, 680 ньютон общей нагрузки. Итак, вперед. Вешаем. Опа, опа, опа. Если не лопнет мой конструктор, уже в прошлом видео он должен был лопнуть. Так, в прошлом видео рассказывал, в этом видео тоже рассказываю, друзья. У нас идеальными условиями считается висящий груз строго перпендикулярно нашему рычагу. В нашем случае перпендикуляра такого строгого нет. Поэтому, сами понимаете, головку я в любое положение поставить никак не могу из вот этих вот наших имеющихся 6 граней. Было бы хотя 8 граней, тогда да, мы что-то могли подрегулировать. А так... имеем, что имеем. Пускай тут будет не 680 ньютон, пускай будет, давайте, 670. На такой угол, я думаю, 10 ньютон в самый раз. Все, снимаем и испытываем наш гайковерт. Опа. Денис, давай сюда, чтобы не было вырезок-зарезок, чтобы люди посмотрели все в реальном времени. Значит, показывай ключик. Вот наш ключ, головка. Здесь, напоминаю, я сделал такую втулку, запрессовал автомобильную шпильку и, соответственно, с автомобильной гайкой. Вот. Уже мои эксперименты дошли до того, что все начало у меня здесь лопать. Уже не раз варил. Вот посмотрим, как выдержит этот эксперимент. Теперь, друзья, у нас есть головка. Все та же головка на 32. Единственным минусом нашего эксперимента это будет использование переходника с 1,2 дюйма на 3,4 дюйма. То есть вы сами понимаете, что любые переходники, любые удлинители уменьшают крутящий момент. Пробуем. Аккумулятор и один, и второй я полностью зарядил. Так, на откручивание погнали пробовать. 680-670 ньютон. Так, это усилие он взял. Сейчас, друзья, мы сделаем усилие с вами 800, по-моему, 90 ньютон.
Во! Друзья, вот видите, что делает такое большое усилие. 8-миллиметровую железяку отломала как не знаю что. Поэтому пока что буду опять варить и дальше будем опять пробовать. Итак, народ, приступили мы ко второй части эксперимента. Я уже снимал видео, навешивал груз, второй груз, как у меня произошло ЧП. Ну, то есть, как я и ожидал, как я вам и говорил, вот 8 миллиметров у меня пластина здесь приварена, ее просто отломало. Поэтому мне пришлось опять приварить ее, но уже с другой стороны. Продолжение марлезонского балета. Все те же, все там же. Значит, вешаем груз 21,1. Да, на вытянутых руках. Вот видите, я его уже поджал этим грузом. И теперь вешаем маховичок. Опять же, вес точно не помню, постараюсь приклеить развесовочку в этом видео. И будем пытаться опять, что получится. Что-то опять обломает, что-то опять сломает. Гнет мою конструкцию просто до земли, друзья. Ну, давайте попробуем переустановить. Отломается, тогда закончим эксперимент. Так. Пишешь? Ох, как гнется все. Ужасно просто. Вот это вес. До земли опять. Ну, последний раз. Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, но очень страшно. О, друзья, тогда до земли оно дотянуло. Видите, и остановилось. Ну, конечно, у нас рычаг идет очень много вверх. Давайте опять мы с вами добросим 2 молотка, если ничего не сломается. Оп, чуть-чуть поехало. На этом остановимся. 889 ньютон. Пробуем. Фу. Тяжело атлетом станешь с такими экспериментами. Ну что, Денис, иди сюда. Будем проверять все это дело. Так, где наш гайковерт? Так, а где наш переходник? Вот переходник. Думаю, что, конечно, уже не возьмет он такое усилие, но давайте попытаем счастье. Как тут лучше, не знаю, держаться. Так, погнали. Ха! Обалдеть! Честно скажу, я никогда в жизни не подумал бы, что он такое усилие вытянет. Так, на этом первая часть эксперимента закончена. Меня, друзья... Снимай со штатива. Сюда подходи ближе.
Так. Подожди, я воздух пойду открою. Подожди, заяц. Значит, друзья, наше испытание он прошел. Вы сами понимаете, что больше вес я уже повесить не могу. Тут все меня гнет и ломает. Вы прикиньте, какой рычаг, какое усилие. Значит, попросил у меня, подписчики попросили такой эксперимент. Есть у меня пневматический гайковерт. Рассчитан на усилие 1280 ньютон. Сейчас попробуем мы им зажать, а камоле отжать. Вот. Кто-то в каком-то из видео говорил, что делал такой опыт. И говорит, зажал гайковертом там на 1200, по-моему, ньютон. И камоле успешно все это дело открутил. Вот. Но я то видео не смотрел. Это подписчики мне прислали такую информацию. Дело в том, что, возможно, тот человек зажимал гайковертом, который был подключен к воздушной трассе с очень маленьким внутренним диаметром шланга. То есть вы сами понимаете, что это получается очень большой дроссель. То есть, если по электрическому термину, сопротивление. В моем случае внутренний диаметр шланга 10 мм, но длина шланга у меня 15 метров. Поэтому 1280 ньютон он опять же может не выдать из-за длины шланга. А если я подключу шланг шестерку, то он там зажмет максимум 400-500 ньютон и все. Поэтому многие открывают споры. Именно поэтому берут компрессор маленький, этот вот витой шланг на 6 мм внутри и пытаются что-то открутить. Открывают спор, что он не работает. Все, друзья, работает. Все, поехали. Зажимаем пневмой, отжимаем электрикой. Опять же, друзья, обращаю ваше внимание на эти переходники. Это все очень большой, так сказать, демпфер и снятие крутящего момента. Так, у нас идет на откручивание. Зажимаем. На третьей скорости будем зажимать. Я сейчас поставлю рисочку мелом вот напротив этого зубчика. И посмотрим, куда он дожимает. Как мы видим, больше особо не идет. Теперь, друзья, давайте смотреть мою линию. Покажи линию. Вот шланг. То есть какой длины шланг. Иди по шлангу, снимай сюда. И иди к компрессору. Покажем, каким давлением мы зажимали. Вот, друзья, давление компрессора 6,5 килограмм. То есть, а зажимал я 7,5 килограмм. Давление было, это так оно упало. И пошли пробовать откручивать. Итак, народ, закрутили мы. Все видите, все рыски стоят на месте. Никого ничего не обманываю. Снимаем пневму. Одеваем на наш камоле. Давайте попробуем одеть, кстати, рысками, так как и стояло. О! Так, нажимаем на откручивание. Ну и что, с Богом? Смотрим. Ну, сколько здесь усилия? Ну, 1200, там, допустим, ньютон. Давайте 1100 пускай здесь будет. Потому как точно я вам, ну, никак не скажу. Опять же, виновата длина линии. Пожалуйста. Агрегат просто классный. Итак, друзья, подводим итоги. А итоги тут только одни. Меня этот данный аппарат просто удивил. Тем более вы сами все видели. Конечно же, я хотел бы, как и вы, на этот рычаг повесить больше веса. То есть рассчитать на 1200 в обрез ньютон, заявленных по характеристикам. Ну, 1800 мы брать не будем, которые здесь написаны на нем. Тут понятно, что написана ерунда. Хотя, с другой стороны, не знаю. Если бы я создал такое усилие, может быть, он исправился. Но 1200 своих он 100%, друзья, берет. Вот, тем более мы провели эксперимент с пневмогайковертом, в котором я уверен, который у меня уже, наверное, порядка 4 или, наверное, даже 5 лет. Вот таких гайковертов я купил очень много друзьям по заказу. Очень всем понравился, поэтому я в нем, друзья, уверен. Так как я этим гайковертиком откручивал даже в фурах, в грузовых колесах гайки. Не все, конечно, он брал, но вот те гайки, которые закручены немножко с умом, он откручивал. Ну вот будем считать, что у нас не 1280, а 1200-1100 ньютон. Мы данную гаечку с вами этой головкой зажали. На этом, друзья, все. Ссылку я дам на него в описании.
мое заключение можно брать. Единственный вопрос, я не знаю, друзья, сколько он проработает. Вот. А так, вы сами все видели, сами все слышали. Просто шикарная вещь. Ссылочка, опять же, в описании. На этом всем спасибо за просмотр, что были со мной. Извините за такое длинное видео, но, опять же, это подписчики попросили эти все тесты. Не мог отказать. Все, всем пока.